Итак, здорово, ребятки! Сегодня я покажу вам очень классный, эффектный фокус картами, потом, конечно же, обучу. Данный фокус до безумия крутой, я использовал те техники, которые были у меня уже на канале. Здесь используется новая одна техника, которая делает как навязывание. Плюс еще у нас здесь есть предсказание, поэтому эффект очень крутой, удивит абсолютно любого. И для начала я хотел бы вам порекомендовать книгу, которая называется «Система разума». Это первая книга вообще в ментальных фокусах с внушением. Для новичков в ментализме. Вот это точно он зайдет. Для тех, кто там, например, студент, школьник, в общем, тот, кто хочет чему-то крутому обучиться, но вот лишь бы подешевле, вот зайдет на ура. Поэтому вот кто хочет такому вот обучиться, ментальному внушению, вот приблизительно как в этом фокусе мы будем внушать зрителю, вот тогда вот зайдет, и ссылочка будет в описании, поэтому переходим прямо сейчас, точнее не сейчас, а когда досмотрим это видео, либо сейчас поставим на паузу, переходим по ссылочке и потом возвращаемся, короче, на этот фокус. И в конце видео будут, конечно же, советы по поводу данного фокуса. Ну а мы давайте-ка, ребятки, начнем. Итак, для этого фокуса нам понадобится колода карт и предсказание, которое лежит в коробочке. Что мы делаем? Мы берем колоду карт, показываем зрителю. Все карты абсолютно разные. Абсолютно разные. Мы сейчас берем еще и перетасовываем это все, несколько разочков подснимаем. И попросим зрителя сказать в 4 разных местах стоп. То есть мы таким образом будем выбирать 4 рандомные карты. Ну вот, например, зритель говорит стоп, там еще стоп, к примеру. Еще вдруг ему вздумалось стоп. И еще, например, вот здесь стоп. Все, у нас есть 4 рандомные карты, которые мы сейчас возьмем еще и перетасуем очень тщательно. Раскладываем их в произвольном порядочке и попросим зрителя абсолютно в любом месте, точнее из этих 4 выбрать любые 2. Ну вот, например, зритель говорит, я хочу вот эту и вот эту. Хорошо, хорошо, эти 2 карты мы убираем. Ну и теперь попросим зрителя выбрать еще из этих 2 и прям вот на ту карту, которую он захочет, положить ручку и держать. Ну вот, например, зритель берет, кладет на вот эту карту руку свою. И вот мы берем эту карту, значит, убираем, а это у нас остается одна единственная карта. Показываем еще для увеличения эффекта, то, что все карты абсолютно разные, то, что здесь могла попасться абсолютно любая карта, но зритель выбрал именно вот эту. Ну и, конечно же, у нас есть предсказание, мы для начала его прочитаем. Это у нас, ребятки, король пик. Король пик, я надеюсь, я адекватно нарисовал, и это понятно, что это король пик. И смотрим. Это король пик. Абсолютно идеальное совпадение, стопроцентное. Очень все круто делается, для зрителя крайне эффектно. Ну и, конечно же, ребятки, ставим лайки прямо вот сейчас. Вот ставим. Вот берем и ставим. Но это же нажать одну кнопку нужно. И все. И плюс еще пишем комментарии в комментариях, так как я вот первые, там, не знаю, несколько часов очень много кому отвечаю, поэтому если вдруг что-то интересует, и давайте-ка перейдем. В общем, не забываем про книгу «Система разума» в описании. И плюс еще, кстати говоря, хотел вам сказать по поводу акции на вот эту колоду на моем сайте. Это так, к слову, просто 7 дней, типа скидка на такие карты. Это Nox, Snow Leopard, 4-я версия. И плюс еще обзор там можете найти. В общем, ссылочка в описании, и это будет. И плюс еще, если вы захотите поддержать канал, ссылочка тоже там будет в описании. Вот. Короче, все в описании. Смотрите, и также еще лайк. Вот, лайк. Проверю каждого. Ладненько, как же это все делается? На самом-то деле это очень все просто делается. Вам необходимо листочек, написать предсказание, засунуть в коробочек. И потом вот эту карту, которую вы здесь написали, вам необходимо всего-навсего положить сверху. Кладем вот эту карту сверху, и вы готовы показывать фокус. Как же это все делается? На самом-то деле крайне все просто. Вы берете вот эту карту, показываете зрителю все карты, будто бы у нас разные, не показывайте последние, конечно же. И теперь вот, внимание, давайте я сейчас вот обогну камеру. И теперь будем обучаться вот так вот.
Зафокусировались, конечно же. Вот наша карта. Что мы в первую очередь должны сделать? Сделать вид, что у нас все карты перетасованы. Понятное дело, вы сможете сделать, там, не знаю, любые ложные тасовочки, будто вы все перетасовали, на самом-то деле нет. Либо там просто под снятиями вот такими, взяли на брейк, подснимали, и вот наш король, мы уже подснимаем его и сверху кладем. В общем, сделали вид, что все перетасовали. После чего, конечно же, вы берете и подснимаете с такой техникой, как swing cut в левую руку. Вот так вот. Указательный пальчик берем приблизительно половиночку. Вот половиночку. Клац, подсняли. Брейк подставили, мизинчик. Только мизинчик ставим тогда, когда уже сверху накрываем вот так вот другими картами. И вот наш король. И теперь ваша задача навязать зрителю вот этого короля в одной из 4 карт, когда он будет говорить стоп. На самом-то деле это крайне простая техника, но здесь самое главное чувствовать, когда зритель говорит стоп. Вы говорите, что вот тебе нужно взять и в 4 различных местах сказать стоп. И вы начинаете пролистывать. И вот зритель говорит раз стоп, например, 2 стоп говорит. И вот он говорит 3 стоп, например, вот здесь вот где-то. А вы берете потом и с брейка резко подснимаете вот эту карту и выдвигаете вперед. Поверьте мне, когда зритель не знает то, что вы делаете, вы просто берете вот в наглую, тупо, бессмысленно это все проделываете. И зритель даже ничего вам не скажет, и он подумает, что будто бы вы просто быстренько листали, и вот по инерции вот там несколько карт пролистали. Но вы взяли именно на нашем короле, сейчас он на 3-й позиции, вот он. Вы подсняли именно там, где вам необходимо. Если вы скажете, ну как так, ну это же так будет тупо выглядеть. Вот сейчас будет вставочка, где я это все проделываю, и там вы сможете посмотреть, что да как. Я сейчас буду пролистывать, а ты в любом месте скажешь 4 раза стоп. Хорошо? Итак, у нас есть 4 карты. В общем, все. Я надеюсь, вы убедились, то, что это было в первый раз, я показывал данный фокус. Ну и сработало просто на 100%. Крайне просто, и в итоге мне ничего не сказали, поскольку ничего не понятно. Вот сказали стоп, я там взял одну карту, вытащил и все. Но я-то вытащил ту, которую мне необходимо, поэтому давайте-ка далее будем смотреть. После чего вы можете по одному разу вот так вот перетасовать. Понятное дело, сейчас эти все карты стали в ту же позицию, что и были до этого, но вы можете как-то это сделать по-особенному. Например, 2 раза подсняли, а потом все вместе вот так вот швырнули сверху. Получается, у нас уже король будет сверху. Ну и самое главное, чтобы вы его сконтролировали и знали, где он находится. Потому что потом будет следующая стадия навязывания карты именно вот этой, которая, например, вот здесь вот у меня находится. Так, теперь давайте мы будем вместе с вами смотреть, как же идет это навязывание. Навязывание это до безумия простое, его самое главное понять. И из 4 карт это крайне легко навязывать, сложнее будет там, например, из 6, из 10, да, тогда будет, ну, сложноватенько, но можно. Здесь же у нас навязывание именно вот этой карты происходит следующим образом. Значит, самое главная суть этого навязывания, то, что вы не говорите зрителю, что вы будете делать с теми картами, которые он выберет. То есть, смотрите, вы говорите, выбери, пожалуйста, 2 карты из этих 4. Вот покажи пальчиком на любые из них. И здесь вам необходимо смотреть то, что он выберет. У нас есть 2 варианта. Первый вариант, когда зритель у нас выбирает 2 карты, среди которых у нас нету карты зрителя. Ну вот, например, он показал, я вот эти 2 хочу. И вы говорите, хорошо, сейчас мы их возьмем и уберем в сторону. И у вас уже остались вот эти 2 карты. Второй же вариант, когда у нас зритель выбирает любые 2 карты, и среди них именно наша необходимая для навязывания. Он говорит, я хочу вот эти 2. И вы говорите, хорошо, значит, вот эти мы уберем. То есть вы говорите, выбери 2 любые карты, но вы ни в коем случае не уточняете, что вы с ними будете делать. То есть это не должно звучать так. Выбери те карты, например, 2, которые мы уберем. Все, если вы так скажете, вы сразу же себя обречете на правильность или неправильность фокуса. Поскольку зритель может выбрать вот эти карты, а вы уже сказали, что вы их уберете. Нет, вы просто просите выбрать 2 карты, вот он их выбирает, и вы потом уже смотрите по положению, что вы с ними будете делать. Вот, например, зритель выбрал вот эти 2 карты, и вы говорите, хорошо, значит, вот эти мы уберем в сторону.
И теперь вы просите зрителя сказать следующее же. Не, вы точнее говорите, а зритель делает. Вы говорите так, что теперь вот задумай вот какую-то одну из этих карт и вот прям вот положи на нее ручку и держи, и не отпускай. Ну и, понятное дело, зритель берет, кладет либо сюда ручку, либо сюда. Если зритель кладет, к примеру, не на карту, которая нам необходима, и вы так говорите, окей, вот ее ты захотел, и вот убери ее, например, к этим картам. То есть зритель сам подключается, будто бы и все. Если же зритель кладет на эту карту, на ту карту, которая у нас в предсказании лежит, кладет руку, вы говорите, вот держи на этой руке руку, на этой руке, тьфу, держи на этой карте руку, вот прям вот держи и не отпускай. И эту мы уберем. Все, то есть это навязывание самое примитивное, которое можно только придумать, но оно очень действенное, если вы понимаете, о чем я говорю, вот эту вот простую схему, то что вы не говорите, что вы с этими картами будете делать, ну и в то же время вы берете и именно ту карту, которую вам нужно, оставляете. Тогда это просто шедеврально круто будет. Ну и все, у нас осталась эта карта, вот, у нас остался вот этот листочек, вы просите зрителя посмотреть на листочек, он видит здесь, понятное дело, король пик и смотрит, ну еще желательно показать всю колоду, абсолютно разную, акцентируя внимание на том, что могла попасться абсолютно то любая карта, дама, например, туз, 3, вот так вот и так далее. Но у нас-то попадается именно король пик. И фокус очень эффектный тем, что на протяжении всего фокуса мы брали и перетасовывали колоду. Мы брали и давали зрителя сказать стоп в 4 разных местах. Ну и в итоге, конечно же, получается то, что у нас предсказание выпало с рандомной карты. Короче говоря, фокус очень классный, мне он очень понравился, поэтому я решил с вами им поделиться. Пишите в комментариях вам, как оно зашло, не зашло, понравился фокус, не понравился. Ставим лайки обязательно. Ссылочки на книгу в описании. Ну и там еще, если вам будет уже интересно, вот прям ссылочка про книгу обязательно. А вот есть, например, карты, скидка на карты. Есть там еще ссылка с помощью канала. Ну, короче, все будет в описании. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.